Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Сегодня поговорим о спасении растений от изнуряющей жары. Для выращивания растений в теплице основная проблема – перегрев грунта. Кто-то затеняет свои растения подручными методами, кто разводит мел и белит теплицу изнутри, мел высыхает и немного затеняет растения, а после жаркого сезона побелку смывают. Кто-то покрывает теплицу спанбондом изнутри. Для меня это неудобно. Сегодня многие используют затеняющую сетку для теплиц, которая поможет сохранить растения от палящих солнечных лучей. Затеняющая сетка предотвращает быстрое испарение влаги из почвы. Благодаря этому можно сократить количество поливов. Создает благоприятные условия для роста плодовых культур. Помогает увеличить урожайность, образует легкую тень в теплице и понижает температуру в нее на 5-15 градусов. Существуют разные солнцезащитные сетки и по степени затенения, и по цвету. Строительные фасадные сетки неустойчивы к ультрафиолетовому излучению, и поэтому я не рекомендую их использовать. Сетку можно установить для покрытия всей теплицы или для защиты от солнца, расположив ее только с солнечной стороны теплицы. Как рассчитать размер сетки на теплицу? Для того, чтобы определиться с размером затеняющей сетки, нужно знать размер каркаса теплицы. Для стандартной теплицы 3х4 для полного укрытия нужна сетка размером 4 на 6 метров. Длина одной дуги теплицы 6 метров, а длина теплицы 4 метра. Значит, приобретаем полотно размером 4 на 6 метров. Для 6-метровой теплицы необходимо полотно 6 на 6 метров и так далее. Для нестандартных теплиц рассчитываем размер индивидуально. Какой плотности брать сетку? Для теплиц подбирают сетки, учитывая теплолюбивость и другие особенности выращиваемых культур. Я установил сетку с уровнем затемнения 55%. Она значительно дешевле сетки с 80% степенью затенения и в то же время значительно снижает температуру в теплице. Как закрепить сетку на теплице? Она легко крепится на поверхности теплицы при помощи специальных крепежей или натягивается над культурами на каркасе в открытом грунте. По торцам теплицы сетку легко креплю с помощью канцелярских зажимов, а по длине теплицы я устанавливаю специальные зажимы кленовый лист и привязываю к ним полиэтиленовые бутылки с водой. Можно закрепить сетку с помощью саморезов, установленных на каркасе теплицы, немного выкрутив их из каркаса. Для установки затеняющей сетки в открытом грунте нужно создать каркас из подручных материалов и натянуть сетку на него. Вот такой каркас я соорудил за 15 минут из старых досок и натянул на него затеняющую сетку. В прошлом году затеняющая сетка спасла мой урожай томатов от сильнейшего града. Так что она спасает растения не только от жары, но и от ливневых дождей и града. Я надеюсь, информация была полезная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своими успехами и полезными советами в комментариях. Всего доброго, до встречи на канале.